Приветствую вас, друзья, на канале Чуча ТВ. Сегодня мы поговорим о очередной модернизации летающего медведя и поставим на него новую разработку от компании 3D Well. Это молодая израильская команда, которая только начинает свой путь в бизнесе. Но в то же время они имеют огромнейший опыт за плечами, порядка 7 лет в 3D печати. То есть у них достаточно серьезный подход к делу, и в сегодняшнем видео вы в этом убедитесь сами. Так что усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Итак, уважаемое сообщество, перед вами две разработанные головы. С левой стороны это от Чуча ТВ, вторая от компании 3D Well. Вот эту голову я спроектировал, исходя из задач, так как нужно было получить максимально бюджетный вариант, используя заводские комплектующие, такие как подающий механизм BMG, радиатор, хот-энд и так далее. Ну и, конечно же, металлическая родная каретка. При этом сюда можно поставить как Crazy хот-энд, так и другие хот-энды, то есть она взаимозаменяемая. Но в то же время, если вы посмотрите, она имеет достаточно большие габариты. Это связано с тем, что корпус нашего медведя, к сожалению, не позволяет опустить мотор ниже. То есть сюда нужно тогда ставить совершенно другие решения. Ну и к тому же весит эта конструкция почти 500 грамм, что достаточно много. А так как на портале Мишки у нас еще добавлен мотор по оси X, то вес всего портала у нас там превышает 1 килограмм. И, конечно же, с таким весом печатать можно, но не на супер быстрых скоростях, так как инерция будет делать свое дело и, естественно, будет сказываться на качестве печати. Но в целом могу сказать, как бюджетный вариант она себя показала очень даже достойно. Теперь давайте сравним с разработкой от компании 3D Well. Это специально спроектированная голова именно под летающего медведя. И многие из вас могли сразу заметить, насколько она компактная. Во-первых, она не урезает область печати по оси Z. То есть мы экономим практически 2 сантиметра, а это немало. Ну и по высоте мы экономим где-то порядка 4 сантиметра, а то даже и 5. И это тоже очень круто, потому что чем меньше высота, тем меньше будет рычаг. И меньше будет сказываться на качестве работы кинематики. Да и в целом посмотрите, насколько она миниатюрная. Посмотрите, она умещается у меня на ладошке. Эта голова не урезает область печати ни по X, ни по Y. Но, наверное, друзья, это не самое главное. А самое главное, это ее вес, который составил чуть меньше 300 грамм. Что на 200 грамм меньше, чем моя доработка. И эти 200 грамм это реально очень круто, потому что они нам позволят печатать намного быстро и самое главное без потери качества. На этом, друзья, преимущество этой головы не заканчивается. Легкость веса достигается не только тем, что заменили металлическую каретку, но еще поставили мотор от орбитера. То есть вот такой вот круглый NEMO 14, который приводит в движение планетарные шестеренки. Они находятся в этом корпусе. Благодаря этому мы получаем достаточно хорошее передаточное отношение, чтобы тянуть филамент без труда. Здесь также используются синхронизированные шестеренки, как у обычных BMG. У данного рычага есть система поджимания. С обратной стороны прикручен винт, в него вставлена пружина. Поджимая этот винт, мы увеличиваем силу поджимания нашего рычага, а значит силу поджимания прутка. И это очень хорошо и правильно. Также Андрей и Алекс спроектировали дополнительно специальный отжимной рычаг. Его суть очень проста. Отжимая его, тем самым мы отжимаем наш поджимной рычаг, и филамент можно легко менять. То есть он вытягивается, видите, без труда. Ставим назад, рычаг возвращается на свое рабочее положение, и у нас филамент зафиксирован. Это очень удобно, особенно при печати разными филаментами, при цветной печати или вообще, когда вы хотите, допустим, сменить на другой филамент. Еще мне очень понравилась система натяжения ремней. То есть здесь у нас свободный ход, так как у нас ремень замкнут с одной стороны, а с другой стороны он фиксируется. И как раз фиксируется на каретке в этой области. То есть сюда мы вставляем один конец, сюда мы вставляем второй конец. Вот как здесь. И с помощью винта производим натяжение. Здесь также используется заводская плата. Она уже полностью установлена, вам вообще не нужно ничего настраивать, просто вставляем сюда штекер, подключаем к мотору и запускаем в печать. Все очень просто, поэтому, конечно, в идеале купить уже полностью в сборе настроенную голову, чтобы не морочиться. Поставил и забыл о каких-либо проблемах. Также обратите внимание на вентиляторы обдува 30 на 10. Это достаточно мощные турбинки, несмотря на их миниатюрные размеры. Ну и к тому же они почти бесшумные. И это неудивительно, ведь стоят они немалых денег. Если посмотреть ниже, мы видим каналы под обдув детали. И здесь у нас их аж 3. То есть 3 вентилятора 30 на 10 отвечают именно за обдув нашей детали. А вот 4, видите, он находится так вот под углом, он отвечает за обдув радиатора хот-энда. И в данном случае у нас используется хот-энд Dragon от компании Triangle. Это по сути стопроцентная альтернатива Crazy хот-энду от компании Mellow Store.
Здесь также внутри стоит тоненькая трубочка с медным радиатором. А нагревательный блок крепится к радиатору тоже тоненькими трубочками, чтобы минимально передавать тепло на радиатор. И, конечно, никаким образом не влиять на медный радиатор, который отвечает за работоспособность термобарьера. Сразу хочу отметить, что по техническим характеристикам оба этих девайса, что Dragon, что Crazy Hot End, работают просто великолепно, так как принцип работы и само изготовление очень похожи. И да, друзья, ребята из 3D могут укомплектовать как Dragon, так и Crazy Hot End. У них есть обе разработки под оба этих Hot End. На боковой левой стороне здесь указана такая цифра 5. Это название этого Hot End, пятый элемент. Чуть правее находится оптический датчик. При этом посмотрите, нигде ничего не выпирает, нигде ничего не мешает. Все провода уложены аккуратненько. Сделано действительно на совесть. Я думаю, что многие владельцы медведей оценят качество этого девайса. Да, это не бюджетный девайс. Если вам нужен бюджетный, вот, пожалуйста, собирайте вот такую вот мою голову. Если вы хотите ощутить реально удобство, комфорт и удовольствие в работе, то тогда, конечно, есть смысл обратить внимание на эту действительно интересную модель. С левой стороны нашего девайса нам нужно открутить шестигранником вот этот маленький винтик. По бокам корпуса есть две вот такие вот кнопки, которые нам нужно одновременно нажать. Нажимаем и снимаем. Ну это ж реально просто бомба. Посмотрите. Раз, и защелки встали на место. Это удобство монтажа. То есть вам нужно разобрать голову, почистить, допустим, Hot End или что-то заменить. Просто сняли и все. И эта фишка меня, конечно, покорила однозначно. Если, например, сравнить разборку моей головы и этой, то это небо и земля. То есть здесь однозначно выигрывает продукция 3D. Раз мы уже начали все разбирать, давайте я сниму основные узлы и покажу, как все устроено внутри. Hot End Dragon крепится к потолку 4 винтами. Кстати, по метизам тут вопросов у меня вообще никаких нет. Они отлично держат нагрузки, и у нас не слизывается внутренний шестигранник. Мы, конечно, разбирать не будем, в этом нет никакой нужды. Я вам просто покажу основные моменты. Например, вот эти вот вентиляторы, видите, крепятся всего лишь на одном винте. После того, как мы открутили винт, все равно вентилятор стоит намертво, потому что он у нас просто выезжает. Если вы заметили, этот вентилятор отвечает именно за обдув радиатора. И вот как раз это отверстие, которое вы наблюдаете, оно отвечает за обдув термобарьера. То есть через это отверстие идет отдельно поток воздуха, который сдувает теплый воздух именно с нижней части под медным радиатором. Сняв этот вентилятор, мы получаем полный доступ к нашим штекерам. Нам даже не нужно откручивать остальные вентиляторы. Вот эти вот боковые отверстия неспроста. Это монтажные отверстия. Сюда можно перекрутить, например, датчик индуктивности, датчик BLTouch или какой-нибудь другой девайс. Теперь переходим к верхней части, которая остается у нас на принтере. Вот эти вот защелки, посмотрите, как они работают. То есть, отжимая их, мы, естественно, можем снять нижнюю часть. Для удобства монтажа сделали также специальный крепеж под кабель-канал. Он тоже съемный, и, соответственно, это облегчает демонтаж в случае необходимости. Давайте открутим винт М3, и вот снимается наша моторная часть. Остается только каретка. Кстати, она просто очень легкая. И посмотрите на ее геометрию. То есть есть специальные такие вот выступы под разными углами. Это для того, чтобы наша верхняя часть никуда не смещалась и устанавливалась максимально точно на свое посадочное место. Что касается качества работы самих линейных подшипников, это у нас LM8SUU. Здесь вопросов никаких нет. Пластиковые, честно говоря, мне нравятся больше тем, что они менее шумные. Но металлические подшипники работают чуть легче. Поэтому я думаю, что здесь каждый должен выбрать для себя сам. При этом работа подшипников просто отличная. Давайте посмотрим на очень важный момент, на который я часто обращаю внимание. Это внутренняя поверхность геометрии нашего канала. Откручиваем винт. Видите, он вынимается вместе с пружиной. И отодвигаем наш рычаг. Давайте посмотрим на геометрию шестерни. Здесь насечки у нас очень качественно сделаны. Ребра у этих насечек очень острые. Они отлично будут вгрызаться в наш филамент. Если приложить сюда пластик, мы видим, что никаких отклонений нет. Поэтому филамент будет подаваться безукоризненно, без каких-либо проблем. Ну и самое главное, это геометрия корпуса. Посмотрите, как она четко прилегает к нашей шестерне. Практически в притирку. И благодаря этому филаменту деваться некуда. Он работает только в области канала. То есть зажевываться здесь ничего не будет, даже если будете печатать супер мягкими филаментами. Тут ребята постарались на славу и сделали все именно так, как надо, так, как должно быть. Если посмотреть на просвет, мы видим, насколько точно выставлены шестерни друг относительно друга.
То есть вот такой вот своеобразный овал. Это тоже правильно спроектированный узел. Ну и давайте напоследок открутим наш орбитер и посмотрим, как он устроен внутри. И вынимаем мотор NEMA 14. А это и есть планетарный механизм. Кстати, недавно ребята из 3D Well тестировали этот девайс при температуре в термокамере порядка 150 градусов. То есть он отлично выдержал 100 градусов, 120, 130. То есть данный пластик выдерживает колоссальные нагрузки при просто колоссальных температурах. Давайте соберем его обратно. Вставляем соответствующие пазы, защелкиваем, устанавливаем сверху редукторную часть и фиксируем винтами хорошо по бокам. При этом я немножко ошибся и сказал, что это винты М3. Это винты М2,5. И вот, пожалуйста, мы собрали нашу голову назад. При этом ушло на это буквально какие-то минуты. Ну и к тому же ничего не люфтит. Она монолитная, жесткая, и это мне очень нравится. То есть сделано на совесть. Еще раз напомню, ребята, это премиальный сегмент. Он, естественно, стоит немалых денег. И рассчитан, конечно, не на массового потребителя. Но человек, который купит этот девайс, однозначно получит удовольствие от работы. Для установки директора нам нужно снять две боковые панели с обоих сторон. И вот, пожалуйста, мы прикрутили наши валы и установили директ. При этом валы я жестко не фиксировал. Нам обязательно нужно настроить параллельность. Для этого перемещаем голову в этот край. И после этого уже окончательно здесь фиксируем. Далее переместим в эту сторону. И с той стороны зафиксируем шестигранником. С помощью таких действий мы получим максимальную параллельность между направляющими валами. А значит легкость перемещения головы по этим направляющим. А теперь посмотрите, как работают тихо пластиковые втулки. Их практически не слышно. А теперь послушайте, как работают металлические подшипники в этих каретках. И вот, пожалуйста, мы подключили наш кабель-канал. Правда, мне пришлось сделать небольшой переходник, чтобы вынести его подальше. Видите, здесь у нас доходит отлично. Здесь также. И вот здесь. Остается только установить 6-мм ремень GT2. Для этого нам нужно полностью открутить винт 2,5 и вытащить этот зажим. Посмотрите на геометрию этого фиксатора. В эти пазы мы должны вставить ремень GT2. Видите, он идеально прилегает. И в таком положении фиксируем в нашем корпусе. Чем сильнее мы закручиваем, тем сильнее мы прижимаем наш ремень к корпусу. И, соответственно, более жестко фиксируем. Хочу отметить, что держится просто великолепно. Вторую сторону ремня пропускаем через длинный канал. Он сквозной. С обратной же стороны мы фиксируем специальным поджимным механизмом. И шестигранником прокручиваем до тех пор, пока не получим идеальный натяг. Теперь нам остается только откалибровать подающий механизм. Сразу хочу напомнить, что процесс калибровки производится на горячую. То есть нужно сперва разогреть хот-энд, и после этого прошивка нам позволит произвести калибровку. Конечно, можно калибровку делать и на холодную, то есть не разогревая хот-энд. Но для этого в прошивке принтера нужно внести некоторые корректировки и уменьшить минимальную температуру, например, до 20 градусов. Но так как не все зрители разбираются хорошо в этом вопросе, давайте я вам покажу самый простейший способ, как калибровать данный подающий механизм. Мы помним, что голова у нас разборная. То есть этот механизм мы можем снять, открутив два боковых винта. Теперь у нас есть свободный доступ к подающему механизму, отдельно от внешней головы. Отодвигаем куда-нибудь в сторону, отжимаем рычаг для смены филамента, берем длинный пруточек, вставляем в отверстие, зажимаем назад, переворачиваем и с обратной стороны кусачками отрезаем за подлицо. От этой точки мы будем делать отсчет. Далее заходим в меню прошивки. Если у вас марлин, вам нужно в первую очередь разогреть хот-энд. Где-то порядка 175 градусов, не меньше. Иначе программа не даст вам выдавить филамент. Теперь можно зайти в настройки принтера, перемещение, Move Axis и выбираем экструдер. Устанавливаем интервал 10 мм и выбираем перемещение на 300 мм. Окей. Сам процесс выдавливания достаточно долгий, поэтому запаситесь терпением. Сейчас прекратилась подача, то есть якобы выдавилось 300 мм. Но по факту мы видим, что здесь значительно меньше. Давайте отрежем заподлицо, прикладываем его к линейке и точно замеряем. Получаем 115,5 вместо 300. Теперь заходим в настройки принтера, конфигурация, Advanced Settings, Steppers. Это шаги наших моторов. Выбираем экструдер. И вот смотрим, у нас здесь стоит 410 шагов. Рассчитать правильное количество шагов очень просто. 300 мм. Это то количество, которое мы задали. Умножаем на количество шагов 410. И делим на фактический результат. То есть на длину прутка. 115,5.
И получаем 1065 шагов. Можно немножко округлить. Снова заходим в меню принтера. Выбираем Configurate, Advanced Setting, Steppers. И вместо 410 ставим 1065. Теперь возвращаемся назад, опускаемся ниже, нажимаем Store Settings. Это значит, мы сохранили настройки в прошивке. Если этого не сделать, при выключении принтера они просто сбросятся. Давайте снова повторим процесс калибровки. Выбираем меню Motion, перемещение, Move Axis, Extruder, 300 мм. Процесс выдавливания пошел. И пруток движется намного быстрее, чем ранее. Отрезаем филамент за подлицо. И в этот раз филамент у нас получился намного длиннее. И вот, пожалуйста, мы получили ровно 300 мм. То есть шаги мы откалибровали верно. Теперь очень важный момент. Если вы используете драйвера, например, TMC 2225 или 2208, напряжение на драйвере этого мотора ставьте где-то порядка 0,7-0,6 вольта. Если вы видите, что он немного перегревается в процессе работы, то можете еще немножко снизить. На этом принтере до этого стояла разработанная мною голова. И настройки все были сделаны именно под нее. Для нового же Hotend желательно тоже откалибровать температуры. Для этого снова заходим в настройки. Выбираем конфигурация, Advanced Settings, температуры. И опускаемся ниже. Speed Auto Tune. Вот эту функцию нам нужно нажать. Здесь выставляем рабочую температуру, на которой в основном печатаем. Нажимаем ОК. Видим, что пошел набор температуры. То есть наша прошивка в автоматическом режиме подстраивает значение термодатчика под наш нагревательный новый блок. И вот процесс калибровки окончен. Здесь у нас надпись Flying Bear GOS 5 Ready, то есть он готов к работе. На этом, друзья, процесс настройки нашей головы закончен. И можно ее запустить в тестовую печать. Давайте посмотрим, на что она способна. Обязательно перед тестированием проверьте, чтобы все концевики отбились правильно. Видим, что все сработало отлично. По оси Z у нас тоже проблем не будет. Значит, запускаем и печатаем.
Ну что ж, уважаемые зрители, давайте посмотрим на результат нашей печати. Вот такие вот калибровочные кубики были распечатаны пластиком ПЛА. Обратите внимание на геометрию самого куба. Очень гладенькая поверхность, практически не ощущается на ощупь. Но вот есть проблема у нас с крышкой. Небольшие пропуски. Я долго бился над этим вопросом, думал, что это виновата калибровка нашего подающего механизма, но оказалось все намного проще. Пруток наш оказался бракованным. Его диаметр составил 1,63, хотя норма 1,75. И вот это вот как раз 1/10 и дала вот такие вот погрешности в крышке. Поэтому для тестирования я взял другой пластик ПЛА, только розового цвета, у него диаметр максимально точный, 1,75. И посмотрите на геометрию, вообще никаких косяков. Гладенькая, почти зеркальная поверхность. Сверху никаких пропусков нет, крышка тоже получилась превосходно. А это второй кубик, который мы напечатали с того же пластика, но на скорости 200 мм в секунду. Ускорение у нас 4000, джерки 20, откат я поставил 2 мм. И посмотрите на геометрию, стороны у нас ровные, косяков никаких нет. Есть небольшие наплывы и оплавления именно в области букв, потому что пластик просто не успевает остывать, несмотря на тройной обдув нашей головы. Но в целом могу сказать, что для таких вот запредельных скоростей качество печати ну просто класс. А это уже, друзья, скоростная печать только пластиком PG, у которого температурные параметры значительно выше, чем у ПЛА. То есть здесь мы печатали с температурой 230 градусов. При этом скорость печати также 200. Ускорение 4000, джерки 20. И здесь мы видим, что никаких оплавлений практически нет. Есть небольшие вертикальные полосы, но они почти не ощущаются. Это у нас сказывается эхо от кинематики. А это также скоростная печать пластиком PG черного цвета. При этом мы печатали одновременно и кораблик бенча, и калибровочный куб. Я хотел посмотреть, как отрабатывают откаты. Во-первых, при перемещениях от одной детали к другой, а также в процессе печати. Ведь кораблик бенча, он достаточно сложный сам по себе, у него много нависающих, очень много тонких деталей, и, соответственно, печатать его очень сложно. Тем более, что он печатается без поддержек. Калибровочный кубик нам показывает именно геометрию. При этом скорость печати также была 200 мм в секунду, ускорение 4000 и джерки 20. И мне кажется, что для прошивки Marlin результат просто отличный. Я прекрасно понимаю, что на летающем медведе никто не печатает с такими параметрами, но мне просто очень хотелось посмотреть, на что способна эта голова. Ну и окончательная печать уже на стандартной скорости 60/30, одновременно кораблика бенча и калибровочного кубика. Давайте посмотрим на обе эти детали. Посмотрите, здесь все идеально, вообще никаких косяков нет. Все отверстия, все окружности, поверхность гладкая, геометрия не подвела. Можно сказать, что все тесты пройдены. И голова действительно показала себя с наилучшей стороны. Теперь возникает вопрос, как же ее приобрести. И сейчас я вам более подробно покажу, как это сделать. На данный момент получить товар можно только на площадке HitStart. Это израильский аналог Kickstarter. О нем даже есть информация в Википедии. HitStart — это израильский краундфандинговый сайт для предпринимателей. То есть данная площадка ориентирована на сбор средств для открытия или расширения бизнеса. Поэтому ребята решили воспользоваться именно этим инструментом. Чуть ниже идет описание на русском самой компании, параметры, габариты, а также 3 вида продукции. Первый — это 5-й элемент кит-набор. Он идет без соответствующих моторов, хот-энда, то есть чисто голый набор для собственной сборки из уже имеющихся комплектующих. Второй набор у нас полноценный. Сюда уже включен и мотор, и хот-энд Crazy от компании Mellow Store, вентиляторы, фитинги и остальные крепежи. Ну и третий продукт, который как раз и был в сегодняшнем обзоре, тоже кит-набор уже в полноценной сборке, но только с хот-эндом Dragon. Как работает данная площадка, вы можете ознакомиться по соответствующей ссылке. Я ее тоже добавлю в описание. Обратите внимание на 15 и 16 пункты, в котором указано, что если вы захотели поддержать этот проект, вы оставляете заявку, но деньги будут списаны только в тот день, когда проект будет полностью завершен и будет достигнута целевая сумма для запуска проекта. Если же проект не достигает своей целевой суммы, все взносы аннулируются. С кредитных карт участников ничего не списывается. Это очень важно. И вот как раз на главной странице идет эта статистика. То есть мы видим, что один из участников уже сделал заявку на приобретение кит-набора с Crazy Hot-End'ом. Как я это понял, очень просто. Опускаемся ниже, и здесь у нас идет выбор как раз продукции, которую бы вы хотели получить в качестве подарка. Первый кит-набор, как я говорил, это голый набор за 130 шекелей.
Но здесь у нас есть такая пометочка Early Bird. Это значит, что первые 10 человек смогут купить этот набор по вот такой вот сниженной цене 130 шекелей. С помощью Гугла можно перевести шекели. Это 39, ну грубо говоря, 40 долларов. Все остальные ребята уже будут покупать по немножко выше цене. Это 45 долларов, тот же самый набор. А если же вы не хотите тратить время на сборку, а хотите получить именно полноценный набор, чтобы просто поставил и забыл, то тогда лучше, конечно, выбрать один из двух вариантов. Или за 500 шекелей это с Crazy Hot End, или же за 610 с Dragon, как у меня в видеообзоре. То есть один из этих вариантов. Но еще раз напомню, что Crazy Hot End, что Dragon работают идентично практически. То есть они справляются со своими задачами без труда. Поэтому вы сами уже для себя выбирайте, что вам больше подойдет. Кстати, друзья, в видеопрезентации есть фотографии разработчиков. То есть они не скрываются, они на виду. Вы с ними можете пообщаться в телеграм-чате. И я решил тоже поддержать ребят и прикупить у них какой-нибудь девайс. Например, вот самый минимальный, за 150 шекелей. Решил не отбирать скидочный комплект у других ребят. Поэтому оформляем именно этот. Если зайти на эту площадку через Opera, то здесь кнопки вообще не активны. Но через браузер Chrome все работает превосходно. Здесь мы выбираем способ доставки. В нашем случае это международное. Подбирать это по месту самовывоза. Внутреннее это чисто по Израилю. Выставляем количество и оплата автоматически подтягивается. Здесь у нас еще добавлено 35 за доставку. То есть к вам приезжает, вы за доставку уже не платите. Дальше нажимаем продолжить. Чуча Максим. Какой у вас электронный адрес? Желательно полностью прописать весь адрес на английском языке, чтобы потом не было никаких путаниц. Также сюда можем написать комментарий, например, Чуча ТВ, и нажимаем Continue. Здесь мы прописываем кредитную карту, при этом пробелы обязательно убирайте. Thank you. И вот сразу ко мне пришла смс на телефон с подтверждением предавторизации. То есть деньги не снимаются сразу. Они блокируются на определенное время, пока не закончится весь проект. И вот тогда уже, когда проект соберет нужное количество голосов, нужное количество заявок, тогда уже произойдет списание. Если перейти на главной странице, зайти в комментарии, то мы увидим Чуча Максим, Чуча ТВ. То есть наш комментарий отразился, то есть оплата прошла успешно. Здесь у нас Supporters, это те, кто оплатил, то есть вы можете посмотреть, кто участвует в данном проекте из ребят. Так что оформить заявку на тот или иной товар здесь, видите, не составит никакого труда. Ну что ж, друзья, давайте подведем итог. Разработкой компании 3D Well я очень остался доволен, потому что все получилось действительно очень классно. Компактная конструкция, очень легкий вес. Прекрасные технические характеристики в печати, удобство монтажа, демонтажа, сборки, разборки. Все продумано до мельчайших деталей. И это действительно очень классно. Данный продукт относится к премиум категории, то есть он стоит немалых денег и рассчитан не на массового потребителя. Хотя, учитывая, насколько популярным стал летающий медведь, будет неудивительным, если данный девайс станет востребованным. Параллельно с этим проектом ребята из 3D Well занимаются еще такими проектами, как Sapphire Plus, Sapphire Pro, именно переделку головы, а также Ender 3 и другие подобные дорогостолы. Я думаю, что в скором времени на площадке Hitstarter появятся новые проекты от этой компании. Ссылочку на площадку Hitstarter я скину под видео в описании, также на YouTube канал 3D Well и на канал Telegram-чата, в котором они часто общаются со зрителями, со своими подписчиками, делятся информацией и решают те или иные вопросы и моменты. И это очень хорошо. То есть комьюнити на достаточно хорошем уровне. А на этом, уважаемые зрители, будем прощаться. Надеюсь, это видео модернизации вам понравилось. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. До новых встреч. Пока-пока.